Дорогие друзья, приветствую всех подписчиков на моем канале Food Court. По вашим многочисленным просьбам я сегодня записал такое информативное видео, которое будет полезно для вас, особенно для тех, кто начинает дома своими руками у себя на кухне делать мясные деликатесы, колбасы. В этом видео я покажу вам то, чем я пользуюсь у себя дома на кухне, и покажу вам несколько интересных моментов, которые, надеюсь, будут вам полезны. Переработка мяса в домашних условиях – это на самом деле несложно. Все можно начать постепенно упаковать свою кухню необходимыми инструментами и радовать своих друзей, родных и близких изысканными деликатесами, которые вы сделали своими руками. Давайте начнем по порядку. Мясорубка. Такой инструмент есть точно на каждой кухне. При выборе мясорубки прежде всего я рекомендую обращать на ее мощность и страну производителя. Я предпочитаю на своей кухне использовать бытовую технику европейских производителей. Мне уже столько лет, что я давно уяснил простые вещи. Скупой платит дважды, и мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Эта мясорубка у меня уже более 7 лет, мощность ее 1900 Вт. Вот эти параметры от 1600 до 2200 Вт – основной критерий мощности. В этом видео я точно не буду рекламировать никаких конкретных производителей, давать какие-то ссылки на какие-то конкретные модели. Выбор за вами. Вот у моей модели есть еще такая насадочка для того, чтобы можно было набивать колбасные изделия, используя оболочки. В наше время очень огромный выбор различных производителей, моделей, от профессиональных, полупрофессиональных. Меня устраивает вполне уже много лет обычная бытовая модель. Этого вполне достаточно, чтобы перерабатывать мясо в фарш. Я знаю, что сегодня очень популярны на кухнях всевозможные кухонные комбайны. Это, конечно, удобно, это эффективно. Но мой многолетний опыт подсказал простую вещь. Если у вас на одном двигателе несколько устройств и двигатель выходит со строя, то вы теряете сразу все три устройства. Поэтому я разложил свои устройства на кухне отдельно. На каждую функцию, на каждую задачу у меня есть отдельное устройство. Таким образом, при выборе мясорубки у меня есть три простые рекомендации. Это европейский производитель, это срок гарантии и мощность в пределах от 1600 до 2200 Вт. Вот в принципе и все. Ну и конечно наличие дополнительных насадок, дополнительных решеток, ножей. Вот это вот то, что позволит вам не ошибиться при выборе мясорубки. Для того, чтобы делать дома своими руками колбасные изделия, мало иметь просто мясорубку. Очень важным элементом является наличие вот таких решеток с отверстиями разных диаметров. 1,5 мм самая мелкая, которая у меня есть, 3 мм, это 5 мм, это 10 мм. Это подрезная решетка с диаметром отверстия 15 мм. Самая большая. Позволяет делать из мяса шрот, так называемый. Вот этот нож двухсторонний, он шел в комплекте в мясорубке. Ну и еще я вместе с дополнительными решетками я приобрел еще пару таких ножей. Это основные инструменты, которые позволяют мне качественно перерабатывать мясо в фарш. В основном все колбасы различаются структурой фарша, именно размером фракции, начиная от эмульсии, которую можно готовить на решетке 1,5 мм, 3 мм, и до самых крупных помолов для сыровяленых колбас, варено-копченых колбас 5 мм, на решетках 10 мм и подрезной решетки очень прекрасно получаются ветчины. Поэтому именно фракции, размер этих фракций мяса в фарше, пропорции мяса и набор специй и отличают колбасы друг от друга. Используя такой набор решеток, вы можете производить колбасные изделия практически с любым рисунком и стать колбасным художником.
Очень важно держать инструменты для мясорубки, вот эти вот решетки с разным диаметром отверстий и ножи в идеально остром состоянии. Я вам сейчас покажу, как это делаю я. Вот такая наждачная бумага с маркировкой P1000, да, которая определяет зернистость. Это очень мелкая зернистость этой бумаги наждачной. Вот такой листик наждачной бумаги и просто руки. Когда нож острый и хорошо притерт до решетки, мясорубка не давит мясо, а именно режет. И при этом мясо сохраняет свою сочность. Вот таким образом, складывая пополам лист наждачной бумаги, беря в одну руку решетку или нож, прижимая по центру, круговыми вращательными движениями против часовой стрелки вы заостряете именно решетку. Потому что именно притертость ножа к решетке делает вот эту мясорубку именно настоящим рабочим инструментом, именно острым режущим инструментом. Такой способ заточки решеток для мясорубки и ножей, он прост, он доступен, его может выполнять на кухне хоть женщина, хоть ребенок. Вот так слегка придавливая нож и ровными круговыми движениями против часовой стрелки вы протираете максимально нож и решетку. На сегодня практически все европейские производители бытовой техники имеют унифицированные стандарты размеров, поэтому поищите, используя Google, интернет, и закажите себе дополнительные решетки с разными диаметрами отверстий и дополнительные ножи. Поддерживайте их в рабочем состоянии, и у вас все будет прекрасно с качеством вашего фарша. Итак, друзья, двигаемся дальше. После того, как вы перемололи мясо в фарш, его необходимо вымесить. Вымешивать фарш, конечно, можно руками, но эта процедура длительная и трудоемкая. Я использую вот такой обычный бытовой тестомес. Это планетарный миксер. Производство Италия. Значит, до этого у меня был аналогичный китайский, он работал где-то почти 2 года, у него задымил двигатель. Чаша здесь 5 литров. Да, ну, хотелось бы, конечно, чуть побольше. У прошлого у меня было 6 литров. Но, в принципе, для дома вполне достаточно 5-литровой чаши. При выборе аналогичной модели, да, смотрите опять же на страну производителя. Я отдаю предпочтение европейским странам. И набор насадок. Вот это вот та самая планетарная насадка, которую я в основном использую для вымешивания фарша. Я использую ее и для вымешивания эмульсий, и для вымешивания фарш для вареных колбас. А вот таким крюком я вымешиваю фарш крупного помола для ветчин. Ну и есть еще вот такая вот стандартная насадка, которой там можно пользоваться при работе с каким-то там тестом. Я не буду рекламировать какую-то конкретную модель или что-то вам предметное рекомендовать. Выбор за вами. При выборе, да, исходите из мощности от 1200 до 1600 ватт. Ну и срок гарантии страна-производитель. Вот такой аппарат, очень удобный, он простой в управлении, очень просто меняются насадки, несколько режимов оборотов от минимальных до максимальных. И в зависимости от состава фарша вы можете использовать ту или иную насадку. После того, как вы руками или с помощью тестомеса вымесили фарш, необходимо подумать о колбасных оболочках. Давайте начнем с натуральных колбасных оболочек, очень коротко. Да, вот это вот натуральная свиная черева. У меня диаметр 36-38 мм. Ее можно заказать в интернет. Я покупаю здесь в специализированном магазине в итальянском. Очень хорошего качества итальянцы делают свиную череву. Хранится она в соли. Вот фасуется там она от 100 грамм до 5 килограмм бобины. В холодильнике при температуре 2-4 градуса, если еще и в вакуумной упаковке, она хранится годами. Это говяжья черева, тоже итальянская. Ее можно заказать в интернет-магазинах специализированных. Это очень хорошая, крепкая оболочка, натуральная, говяжья черева. У меня диаметр 40-42 мм. Она очень хорошо работает с варено-копчеными колбасами. Это у меня свиной пузырь, тоже соленый. Это польское производство. Заказывал я через интернет-магазин. Вот, никакие сайты рекламировать не буду. Да, вы самостоятельно можете через поисковые запросы в гугле найти эти натуральные оболочки,
заказать себе с доставкой на дом. Есть еще баранья натуральная черева, но сейчас у меня нет в наличии. Стандартный диаметр бараньей натуральной черевы это 16-19 мм. Работать с натуральной черевой очень просто. Ее просто необходимо промыть в теплой воде минут 10-15, чтобы она постояла, хорошо промыть от соли и нарезать на необходимые длины кусочки. Это все. Вот такими натуральными оболочками вы можете пользоваться при изготовлении варено-копченых колбас, домашних колбас. Теперь поговорим о коллагеновых оболочках. Коллаген – это натуральный съедобный продукт животного происхождения, и оболочки из коллагена, наверное, самые распространенные. И имеют, наверное, самое широкое применение в колбасном домашнем производстве. Они бывают разных размеров, разных цветов. Работать с ними легко и просто. Их необходимо замочить на 10-15 минут в теплой воде, нарезать на кусочки необходимой длины, и можно с ними работать. Разные диаметры. Вот такая есть оболочка, допустим, 32 миллиметра. Вот эти коллагеновые оболочки для сосисок 20 мм, 19 мм. Вот это коллаген, пропитанный маслом, очень удобен в работе. Коллаген, он дымопроницаем, его хорошо использовать для варено-копченых колбас. Вот такими объемами я храню коллаген в вакуумной упаковке. Коллагеновой оболочки много не бывает. Опять же, я не буду рекламировать какой-то конкретный интернет-ресурс, но коллагеновая оболочка в очень огромном ассортименте представлена в очень многих магазинах, которые продают специализированные товары для колбасных изделий. Теперь несколько слов о полиамидных и полимерных колбасных оболочках. Выбор ассортимента очень большой. Это искусственные колбасные оболочки, которые изготавливаются из полимерных материалов. Они очень прочные. Они бывают непроницаемые для дыма, и они хорошо подходят для вареных колбас. И есть непроницаемые, газопроницаемые оболочки, которые можно использовать для варено-копченых колбас. Но и основная функциональная задача полимерных оболочек – это сыровяленые колбасы. То есть именно вот такие оболочки, как iCell и Noloferm, это исключительно важные инструменты для приготовления сыровяленых колбас в домашних условиях без специальной климатической камеры. Именно эти оболочки позволяют терять изделию влагу медленно, равномерно, не усыхать без образования закала, и получить в обычном бытовом холодильнике сыровяленые изделия хорошего качества. Очень хороши такие оболочки для приготовления сосисок. Они очень прочные. Вот это вот Noloferm. Вот это вот у меня iCell и Noloferm. Хранятся они в вакууме при комнатной температуре, практически неограниченный срок годности. Вот такие вот гофрированные оболочки iCell для сыровяленой колбасы. Различных диаметров. Выбор просто огромен. На любой вкус. Эти оболочки я также приобретаю в специализированных интернет-магазинах, которые можете найти для себя, сделав обычный запрос в любой поисковой системе. Набрать просто колбасные оболочки, и вам поисковик выдаст десятки магазинов в вашей стране, где вы можете сделать заказ и получить для себя с доставкой на дом все, что вам необходимо. Еще буквально несколько слов о колбасных оболочках и пленках. Вот это вот целлюлозная бумага, это пленка. Она производится из натуральной целлюлозы. Ее очень хорошо использовать для ветчин и рулетов, как упаковочный материал. Вот это вот натуральный пищевой коллаген, только он уже в виде не оболочки, а в виде пленки. Да, ширина его 50 сантиметров. Также очень хорошо он работает при изготовлении рулетов и ветчин.
Вот такие вот текстильные колбасные оболочки натуральные. Это что-то типа под баранью синюгу. Где-то фаршеемкость до 1,5 килограмм. А это текстильная оболочка из разряда говяжьей синюги. У меня есть опыт приготовления такого колбасного изделия весом порядка 4,5 килограмм. Также в нем хорошо приготовить зельцы или сальтисоны. Вот в принципе все, что касается колбасных оболочек. Натуральных, коллагеновых, полимерных, полиамидных и текстильных. Для перевязки колбасных изделий, независимо от типа оболочки или диаметра, я использую вот такие специальные колбасные шпагаты, которые изготавливаются из натуральных материалов. Поскольку колбасные изделия подвергаются тепловой обработке при высоких температурах до 90 градусов, поэтому материал быть должен только натуральный. Ну и буквально еще пару слов о формовочных сетках. Они натуральные, текстильные, разных диаметров, от 40 мм до 220 мм. Очень удобный инструмент, если вы хотите сформировать какие-то рулеты или цельномышечные изделия и придать им определенную форму. После того, как вы приготовили фарш, подобрали оболочку, теперь эту оболочку нужно набить фаршем. В этой части этого видео мы поговорим о колбасных шприцах. Они бывают двух видов, вертикальные и горизонтальные. Вот я начинал когда-то вот с такого колбасного шприца, это горизонтальный шприц. В основном они все китайского производства, у меня польский, но, по-моему, тоже он производится в Китае. Крепится вот он к столу, достаточно прочно. Этот горизонтальный 3-литровый шприц проработал у меня порядка 5 лет. И вот тут у него слабое место. Сначала сломалась ручка, ее восстановили, заменили крепление, но в итоге при определенных усилиях мне удалось сорвать резьбу этого крепления, и в принципе он сейчас не в рабочем состоянии. Его, конечно, можно восстановить, но я пошел другим путем. Вот такие у него 3 пластиковых насадки. Пластиковые насадки не очень удобные в работе по сравнению с металлическими, но тем не менее я успешно работал с этими насадками несколько лет. Ну и в результате я приобрел себе вот такой 5-литровый вертикальный красавец. Это итальянский шприц колбасный, бытовой, домашний, механический. У него 2 скорости, очень удобно крепится ручка. При более жестком фарше можно переставить на вторую скорость, и он благополучно справляется при очень незначительных усилиях. Такие шприцы можно заказать в интернете. Оригинальный итальянский вот такой шприц, он стоит порядка $300 в специализированном итальянском магазине здесь. Я его заказал в Украине. Та же самая модель, итальянцы делают их в Китае, но стоимость в 2 раза дешевле. Очень удобен в работе, очень прост. Единственное, что его габариты вызывают определенные трудности, когда приходится после работы его мыть. Но в принципе с этим можно справляться. Очень хороший набор цевок. Вот эти вот насадки, здесь 4 размеров. И то, что мне всегда не хватало, вот это самая тонкая насадка диаметром 19 мм для сосисок. До самой большой насадки 35 мм можно набивать колбасы достаточно большого диаметра. А сейчас, друзья, я вам хочу показать одну очень интересную конструктивную особенность. Вот это вот обратный клапан. Воздух, когда шприц помещает, да, он идет
Вот это вот силиконовая резинка. Вот она уходит вниз, и воздух выходит через клапан. Вот таким образом она работает. Вот там пружинка. Да, и вот она, вот там клапан вот этот выходит. При выборе модели колбасного шприца обращайте, пожалуйста, внимание вот на эту конструктивную особенность наличия обратного клапана. Такие клапаны есть не во всех моделях колбасных шприцов. Вот 3-литровый горизонтальный у меня не имел такого устройства, и я сталкивался постоянно с проблемами, когда при неполной забивке колбасного шприца между фаршем и поршнем остается воздух. Вот этот вот клапан обратный, он решает все проблемы. Ну и сейчас я вам хочу показать один недостаток вертикальных шприцов. Вот это вот колено. При выходе фарша из колбасного шприца из колбы в цевку, когда заканчивается фарш, в этом месте остается грамм 200-250 фарша. Поршень упирается уже в дно колбы, и фарш остается. Я знаю, люди находят разные такие способы выдавить это хлебом, тестом. Ну вот я нашел другое решение. Вот такой вот небольшой пластиковый колбасный шприц. Он на 600 грамм, у него там несколько пластиковых насадочек. И я достаю из этого колена остатки фарша и добиваю просто в оболочку колбасный фарш вот этим вот маленьким шприцом. Он очень прост, удобен в работе, так что вы можете найти такой же или аналогичный в интернет-магазинах, которые продают оборудование для домашних колбасных изделий. Вот, в принципе, все коротко о колбасных шприцах. Если вы пока не готовы оборудовать свою кухню таким устройством, вы легко можете пользоваться обычной колбасной насадкой к обычной бытовой мясорубке. И я выбор свой сделал. Между горизонтальными и вертикальными шприцами мой выбор — это вертикальный шприц. После того, как вы набили колбасную оболочку, пора перейти к тепловой обработке. Стандартная тепловая обработка колбасных и мясных изделий — это, конечно, духовка. Но сейчас я вам хочу показать то, как это делаю я. Для тепловой обработки колбасных и мясных изделий я использую технологию Sous-Vide. Sous-Vide — это не устройство, это не аппарат, это не прибор. Это технология тепловой обработки продуктов при низких температурах в вакууме. Ключевое слово здесь в вакууме. Вот такие вот ротационные кипятильники применяются для того, чтобы нагревать воду, в которой помещен продукт в вакууме, и поддерживать эту температуру на заданном режиме определенное время. Вот такие вот два устройства у меня есть. Это первый кипятильник, который у меня появился лет, наверное, 6-7 назад. Китайский, недорогой. И буквально через года полтора-два, наверное, у него слетели мозги. То есть перестал работать контроллер. Я обратился за ремонтом, но мне сказали, что дешевле купить новый. Параметры этих кипятильников определяются их мощностью и объемом воды, которую они нагревают. Вот этот вот китайский кипятильник старый, который у меня работал около 2 лет, он был рассчитан на 25 литров воды. Когда он вышел со строя, я все-таки приобрел себе кипятильник европейского производства, это итальянский. Вот он рассчитан на 20 литров воды, у него мощность 1000 ватт, у старого китайского 1100. Вот, в принципе, в этом вся разница. Функционал у этих кипятильников один и тот же. Их задача — нагреть воду до нужной установленной температуры, поддерживать эту температуру и отключиться через заданный режим времени. Вот эти вот уровни, которые необходимо соблюдать воды. Ну и вот здесь панель управления, она очень простая. Там 2 кнопки. Вот таким образом вертикально он погружается в воду, в кастрюлю или в пластиковую емкость. Вот, в принципе, смотрите, какая простая штука. Это сам кипятильник, нагревательный элемент. Это крыльчатка-вентилятор, который вращается
и двигает воду, то есть гоняет воду по емкости. И здесь есть 3 датчика. Вот такие вот датчики, они показывают на панели управления температуру самого нагревательного элемента, температуру воды нижний и температуру воды верхний порог заданный. Как только срабатывает заданная температура, отключается нагрев, либо наоборот, когда температура падает ниже заданного режима, кипятильник включается. Вот такое простое, в принципе, примитивное устройство позволяет делать абсолютно уникальные вещи. Ну и вот эти вот датчики и сам кипятильник необходимо регулярно чистить, используя там раствор воды с содой, либо со слабым раствором уксуса. Очень доволен я вот этим вот итальянским кипятильником. Работает у меня более 2 лет. Стабильно, надежно. Для домашних условий он вполне подходит. Я не буду делать никакую рекламу каким-то конкретным производителям, выбор за вами. Моделей сегодня очень много, различных таких кипятильников вы найдете в интернет-магазинах огромное количество. При выборе модели необходимо смотреть на мощность устройства, объем воды, на который он рассчитан для нагрева, ну и срок гарантии страну производителя. Я уже говорил, что я отдаю предпочтение последние годы европейским производителям. Пользоваться этим устройством очень просто. Помещаем кипятильник в емкость. У меня обычная кастрюля, есть 2 уровня для воды, нижний и верхний. Простой пульт управления. Я использую различные емкости, там от 6 до 20 литров воды. Наливаю обычно воду комнатной температуры до уровня между самым верхним и самым нижним, ну и в зависимости от загрузки, от объема продукции. Вот такой пластиковый контейнер у меня есть. На дно выкладываю продукцию. Вся продукция упаковывается в вакуум. О вакууматорах и пленках я расскажу чуть дальше. Этот контейнер у меня ровно на 20 литров воды. Заливаю воду обычной комнатной температуры, теплую. Нижний предел включения кипятильника этой модели это 30 градусов, поэтому я наливаю воду 30-35 градусов, и он запускается и нагревает воду до заданной температуры. Основной принцип технологии sous-vide – это нагрев воды до заданной температуры. При достижении этой температуры, температура внутри продукта никогда не будет выше температуры воды по законам физики. Поэтому, используя технологию, при низких температурах можно достигать именно того эффекта сочности. Потому что при температуре свыше 70 градусов молекула белка рвется и выделяется влага, так называемые отеки. Поэтому в домашних условиях, используя вот такой простой нехитрый способ, можно получить очень качественный продукт. Собственно, о самой технологии sous-vide можно записать отдельное 48-часовое видео. Я не ставлю такой целью сейчас себе это сделать. Я хочу вам показать те устройства, которые использую я у себя на кухне для приготовления колбасных изделий, для приготовления колбасных и мясных изделий. В интернете вы найдете огромную массу информации об технологии sous-vide. Выбор температурных режимов – это, наверное, самая такая широкая и распространенная тема для вопросов. Выбор температурных режимов зависит от вида мяса, от качества мяса, от вида отруба какой-то конкретной части мяса. Это зависит от объема, диаметра, толщины куска, методов посола. Соотношение температуры и времени дает вот тот эффект, когда мы можем говорить о том, что в вакууме, в собственном соку, без потери влажности, продукт получился абсолютно готовым. Этот принцип очень прост. Чем выше температура нагрева, тем меньше времени необходимо для его приготовления. И наоборот, чем ниже температура, тем больше необходимо времени. У меня на канале вы найдете десятки рецептов с использованием тепловой обработки в sous-vide с конкретными режимами. Теперь необходимо поговорить о вакууме, вакууматорах, вакуумных упаковщиках и материалах, пакетах и пленках, которые для этого необходимо использовать.
Для того, чтобы работать с сous-вид, с таким радиационным кипятильником, необходимо продукцию завакуумировать. Выбор вакуумного упаковщика я делал осознанно. Опять же, я отдал предпочтение итальянской компании, это FoodSaver. Я не буду рекламировать и не буду говорить ее стоимость. Это средней цены вакуумный упаковщик. Это бытовой вакууматор. В комплекте к нему идут вот такие вот еще контейнеры, очень удобно. Вакуум нужен не только для того, чтобы готовить какую-то продукцию. Вакуум необходим и для хранения готовой продукции. Очень хорошо его использовать для посола мясных и колбасных изделий. Вот так выглядит это устройство. Здесь есть камера для сбора влаги. Именно эта модель позволяет вакуумировать продукты с содержанием влаги. Не совсем жидкие, а вот именно содержащие высокий уровень влаги. Очень удобные тут инструменты. Можно резать пакеты, можно нарезать рулоны. Нагревательный элемент шириной 28 сантиметров. Это стандартная ширина. Как правило, другого размера найти для бытовой такой техники нет возможности. Существуют камерные большие такие вакууматоры, полупрофессиональные. Ну, цена у них зашкаливает. Для дома, я думаю, что для своих нужд в таких камерных вакууматорах нет необходимости. Я использую вот такие вот специальные рулоны шириной 28 и 20 миллиметров. Длина пленки в таком рулоне 6 метров. Это термопленка. Она рифленая. Именно для таких вот вакууматоров такого типа необходима пищевая пленка, которая выдерживает определенную температуру. Такие пленки можно заказать и у производителя вакууматоров, и можно найти в интернете. Несколько режимов откачки воздуха, и все это автоматически откачивается воздух. Здесь идет процесс, и потом автоматически идет запаивание пакета. Вот в принципе и все. Я категорически отказался от простых дешевых китайских моделей. Они одноразовые, я читал очень много отзывов в интернете. Они дешевые, но буквально месяц, два, три, максимум полгода его необходимо менять. Да, то есть все, что вот это вот дешевое, оно не всегда качественное. Ну и пакеты, которые я использую, они позволяют мне работать с нагревом продукции при температурах до 90 градусов. Еще буквально несколько слов о пакетах, о рулонах вакуумных, которые используются для вот такого типа вакуумных аппаратов. Это пленка специальная, полимерная, пищевая, которая имеет определенные параметры. Она безопасна при нагреве до температуры 90 градусов, и она является рифленой. То есть это позволяет откачивать из пакетов воздух при повышенной влажности. Вот такие еще я использую аналогичные пакеты, только их ширина 10 сантиметров, а длина 70 сантиметров. Это для того, чтобы завакуумировать колбасы, для того, чтобы они прошли период стабилизации. Поскольку именно в вакууме происходит перераспределение влаги, и это прекрасным образом помогает убрать закал, который образовывается при изготовлении сыровяленых колбас в обычном домашнем холодильнике. Вот такие пакеты я заказываю здесь с доставкой. Это те же самые пакеты такого же качества, только они вот уже готовые, запаяны с одной стороны. Одна сторона у них рифленая. Это пакеты FoodSaver. Это та компания, которая продает такие вакууматоры. В принципе, вот все, что необходимо знать о вакуумных пакетах. Сегодня в интернете их огромный выбор. Если вы подберете себе вакуумный упаковщик, именно под эту модель вы всегда подберете себе те пакеты, с которыми вы будете работать. Этим вакууматором я работаю почти 2 года, и я полностью им доволен. Несколько слов о прошлом опыте. Вот таким вакууматором я пользовался. Это торговая марка Casso. Это немецкий производитель. У него очень достаточно большая линейка. Этот вакууматор у меня отработал более 3 лет. И в принципе никаких проблем с ним не было. Он также имеет камеру для откачки жидкости. Тоже нагревательный элемент, только он сверху 28 сантиметров. И все было с ним хорошо, но слабое место — это эти вот крепления. Крепления фиксаторов, крышки вакууматора. Они пластиковые. И вот сколько я смотрел моделей этих вакууматоров Casio, они все в принципе сделаны по одному принципу. 2 боковые кнопки
И там тоже внутри пластиковые фиксаторы. При регулярном использовании без особых усилий один из этих фиксаторов просто сломался. Он не выдержал нагрузки. А поскольку вакууматорами я начал пользоваться еще задолго до того, как у меня вообще появился свой вид, это такая постоянная бытовая техника у меня на кухне. Практически рабочий вакууматор оказался в нерабочем состоянии из-за кнопки. Я нашел мастера, который мне эту кнопку наладил, поставил металлическую, наружную, но через некоторое время сломался внутренний фиксатор. И крышка эта не закрывается, вакууматор не включается, потому что работает автоматика. Если крышка не зафиксирована, значит нет соединения контакта, не работает двигатель, насос. То есть вакууматор у меня вышел из строя, и я купил новый. Ну и в завершении этого обзора несколько слов об инструментах контроля температуры. Контроль температуры – это очень важный принципиальный момент при работе с мясом, мясными изделиями, при составлении фарша, при тепловой обработке. За несколько лет у меня на кухне скопились разные термометры, вот такие самые бытовые, примитивные, механические, и они самые надежные. Вот такие вот уже есть продажи, везде можно купить простенький, недорогой электронный термометр, там он на какой-то батарейке работает, в принципе достаточно точно показывает температуру. Вот такой у меня где-то еще был вот один вариант, тоже вполне подходящий инструмент для того, чтобы контролировать температуру фарша, мяса, жидкости. В интернет-магазинах я приобретал вот такие вот термометры. Они, в принципе, на батарейке. Работают они достаточно уверенно. Есть щуп выносной на одном шнурке. Вот там есть режим переключения температуры Цельсия в Фаренгейт. Если вы где-то информацию получили о температуре в Фаренгейте, то здесь можно это все посмотреть. Вот такой у меня есть еще термометр, он на 2 щупа одновременно, очень удобно работать, когда вам необходимо одновременно контролировать температуру нагрева и температуру внутри изделия. Когда мы готовим колбасные изделия, например, в духовке, там как раз необходимо контролировать 2 температуры. Вот такой у меня есть еще один девайс, это уже такая более продвинутая техника, это беспроводной термометр, который работает на Bluetooth. У меня на смартфоне установлено специальное приложение, и этот термометр передает температуру с щупа прямо мне на смартфон. Я вижу эту всю информацию в реальном времени. Вот такими устройствами пользуюсь я для контроля температуры. Вы можете выбрать и приобрести себе все, что вам необходимо на данном этапе, и пользоваться у себя на кухне. Еще несколько полезных советов по поводу посола мяса. Вот такими инъекторами для шприцевания мясных изделий я пользуюсь. Их особенность заключается в том, что здесь специальные иглы, которые имеют 2 отверстия. Одно в самом конце иглы и одно в верхней части сбоку. Один у меня есть такой шприц, он на 50 мл, а второй у меня на 60 мл. Но вот именно фишка заключается в наличии вот таких игл. Это инъекторная игла, специальная для того, чтобы можно было эффективно выводить соляные растворы в цельномышечные изделия. Такие устройства вы можете посмотреть где-то в интернете, в кулинарных магазинах, в магазинах товаров для дома. Это все сейчас доступно. Хочу вам показать еще одно устройство, которое я собственноручно изготовил в домашних условиях, когда вопрос стал о прессовании. Иногда, да, есть такие изделия, которые необходимо прессовать, например, там колбасные изделия, такие как суджук или там болгарская луканка, свиные рульки, рулеты, вот такие изделия, которые необходимо или солить, или ферментировать, или стабилизировать именно под прессом, чтобы получить нужную консистенцию. Вот такие обычные 3 пластиковых разделочных доски, вот обычная дрель, 4 шурупа, 4 гайки, 4 болта. Вот это все как раз под размер
полки в холодильнике у меня работают как самодельное устройство для прессования. Вы можете это все, конечно, по-своему сделать. Просто взять там разделочную досочку, поставить на нее баночку с водой, этого будет достаточно. Но я вот такой себе кулибин наизобретал велосипед и благополучно пользуюсь вот такой штукой у себя на кухне. В заключение хочу сказать несколько слов о холодном копчении. Я использую вот такие вот пассивного типа дымогенераторы, ленточного типа, их называют улитка. Диаметр такого генератора дыма 19 сантиметров. Вот в этот лабиринт укладывается деревянная щепа очень мелкой фракции, там 0,1-0,3 миллиметра. Он поджигается, и вот так вот он по лабиринту, по спирали горит, выделяя при невысокой температуре горения достаточно дыма. В качестве продукта для сгорания, для копчения используются только деревья мягких пород. Обычно я использую бук либо ольху. Очень хорошо подходят фруктовые породы деревьев. Единственный важный момент, что для работы таких дымогенераторов лабиринтного типа нужна очень мелкая фракция 0,1-0,3 мм. Зарядки одного такого дымогенератора хватает на 5-6 часов. Такой способ холодного копчения мне вполне подходит. Он прост, он доступен, он безопасен. В качестве коптильной камеры я использую обычную картонную коробку, в которой я собрал каркас из подручных материалов, без всякого дорогостоящего специального оборудования коптильных камер. У меня на канале есть подробное видео, которое я специально записал и посвятил холодному копчению. В описании под этим видео я оставлю обязательно ссылку на это видео. А сейчас в верхнем правом углу появится кнопочка «Ссылка», и нажав на нее вы можете перейти и посмотреть это видео, если вас интересует подробно процесс холодного копчения в домашних условиях. На этом, дорогие друзья, я буду завершать свой обзор. Я надеюсь, что та информация, которую я для вас сегодня собрал, обобщил, очень коротко и сжато, с основными моментами, позволит вам использовать в домашних условиях тот опыт, который я получил за последние десяток лет. Абсолютно доступно вы можете, используя обычные бытовые приборы, технику, подручные материалы, готовить для своих родных и близких, для друзей, прекрасные мясные и колбасные деликатесы. И, друзья, если вы считаете, что те 40 минут, которые вы провели сегодня, просматривая это видео, были вам полезны, были потрачены не зря, не забудьте поставить лайк, подпишитесь на мой канал, поделитесь этим видео в социальных сетях. Оставайтесь на канале Food Court, вас ждет еще очень много вкусных и интересных рецептов.